Инкубатор как бы у всех людей ассоциируется с тем, что какие-то желтенькие вот эти там кря-кря бегают. Там. Вы как компания являетесь гарантом адекватности. Каждый кейс уникален, и кому-то подойдет спулка, кому-то подойдет JDG, кому-то подойдет инкубатор. Смотри, это Библия. Может ли человек, не находясь в Польше, при этом работать с инкубатором? Пришел, говорит, блин, я сейчас открою JDG или там спулку, засвечусь во всех этих реестрах, не особо мне прикольно, мне как-то вот этот левачок, который я там зарабатываю, бы прогнать. Подсказываем, помогаем разложить это все и упаковать. Не, ну я рад за людей. Они сейчас это услышат, и у них появится свет в конце туннеля. Дорогие друзья и гости столицы, сегодня мы говорим про бизнес-инкубаторы и про то, стоит ли этим заниматься, стоит ли вступать в эту организацию Объединенных Наций. Мы поговорим, что же такое фирма на прокат. Это миф или реальность, да? И мы разберемся с бизнес-моделью, попробуем похейтить эту историю, да? У нас есть провокационные вопросики. В общем, будет интересно и продуктивно. Давайте начнем с представления. Коллеги, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Юра, я из города Вроцлава, сам когда-то жил еще до 2018 года в Украине. Являюсь учителем компании VExpert, приехал к Стасу поговорить на эту тему, которая всех волнует, подавать ответы, послушать вопросы и прийти к какому-то общему знаменателю, чтобы кому-то, если кому-то интересно, он мог найти этот ответ и, наверное, все. Да, Роман. Меня зовут Роман, я коллега Юрия, соучредитель и SEO компании VExpert, бизнес-инкубатора. Живу в Польше с 2017 года. Ну что, вы для меня, друзья, пример классного кейса партнерства, потому что я был у вас во Вроцлаве, да, и был в офисе, который находится в центре. Вы мне дали потом еще подарочек внизу с вашего же ресторанчика. Это была приятная беседа, где мы уже познакомились глубже. Вы классный пример партнерства, где в одной истории all-in-one удалось сделать бизнес на иммигрантах. А вообще можно ли зарабатывать на иммигрантах? На самом деле мы не на иммигранты бизнес, вам не на стыдно? проблемах зарабатываем. Вам не стыдно Мы зарабатывать? зарабатываем на проблемах, монетизируем как бы проблемы. Мы сейчас обсудим. Мы врачи, мы больше врачи, да? Мы Я сейчас вообще обсудим. автоэлектрик по образованию. Мне бы Теслы собирать. И вы для меня классный пример такого партнерства, где есть и бизнес-история, и легализация, где есть кейсы по работе именно с иностранцами. Это там другие страны, не украинцы, не белорусы, да? Расскажете, это тоже интересно для людей, для их насмотренности. Есть инкубаторы, все в Польше знают, самый известный инкубатор. Мы его будем сегодня обсуждать, это ни для кого не секрет, это твой стартап. Но есть и другие, да, другие ваши конкуренты, есть вы, и постараемся сегодня разобраться с этим. Слушай, я, наверное, начну с того, что мне кажется, самое главное в жизни понимать, что конкурента в принципе нет. Потому что конкурент такое как бы слово, которое все привыкли говорить, это конкурент, потому что он лучше либо хуже меня. То есть фирма с какой-то нишей, в которой ты находишься, и с которой ты себя сравниваешь в формате того, что она круче, либо нет. С моей точки зрения, как бы твой стартап вообще не является нашим конкурентом. То есть я так сразу, чтобы с конца как бы отвечать на вопросы. Да, потому что твой стартап, как бы там есть разного рода специалисты. У нас же, как бы, если мы говорим сейчас за VExpert, это профильный инкубатор для ребят с IT и около IT, то есть там SMM-щиков, других как бы специальностей. То есть мы не работаем со всеми прям специалистами, с которыми работает твой стартап, соответственно, у нас как бы объемы другие. Мы больше, скажем, мы больше нишевая история. Давайте сформулируем сейчас запрос для людей. Вот после просмотра этого подкаста, с чем они должны уйти? Почему им стоит смотреть этот подкаст сейчас? Я, наверное, скажу, что, наверное, с моей точки зрения, для того, чтобы определиться, в принципе, что такое IT-инкубатор или бизнес, потому что инкубатор, как бы, у всех людей ассоциируется с тем, что какие-то желтенькие вот эти там кря-кря бегают, там, ну, как бы, в понимании любого человека. Либо для меня инкубатор это еще бизнес в формате стартапа, понял? Вот есть бизнес-инкубатор. Да, акселератор. Акселератор. Это нечто другое. Да, но я тебе скажу, что, чтобы простыми словами сказать, то бизнес-инкубатор или вообще VExpert в целом, это фирма на прокат. То есть у тебя, допустим, есть возможность взять офис на прокат. Ну, то есть ты не покупаешь свой офис, там, машину на прокат. То есть по факту все, что ты можешь шерить. То есть используя, грубо говоря, какие-то там, ну, любые, грубо говоря, материальные блага, как бы, которые тебе не принадлежат в своих целях, чтобы развиваться, становиться лучше. И вот по факту как бы, история VExpert, это если взять вот, ядро самого VExpert, это ты приходишь и просто берешь фирму на прокат со всей инфраструктурой. С счетом, с бухгалтером, с кадровиком, со всеми полностью плюшками, занимаешься там любимым своим делом, если ты айтишник, то кодишь себе. Если ты, допустим, там дизайнер, то рисуешь графику. То есть не думая о том, что надо там подготовить какой-то отчет, ваты какие-то. То есть это сложная, сильная история. Поэтому, если простыми словами, это на прокат фирма. Да, это фирма на прокат. И ответ на мой вопрос, зачем людям смотреть этот выпуск до конца, это получить знания и понимание
как что это им, не страшно. что там не страшно, и Да. как им легализировать свой доход здесь, на территории Польши. И при этом мы сегодня им предложим другой путь, другой инструмент, кроме как открывать компанию или одноособову діяльність. Да? То есть мы предложим другую историю вообще. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Отвечая на твой вопрос, еще как бы такую маленькую ремарочку скажу, что для того, чтобы человеку досмотреть это видео до конца и понять, вообще стоит ли его продолжить, даже смотреть, или уже пора поставить на паузу, надо найти ответ в это видео, мне это подходит, мне это нужно, Да. или это не для меня. А давай тогда обсудим, для кого это. Давай. Сразу. Кто это? Ром, кто это? Ну, скажем так, это иностранцы, это диджитал-специалисты, которые не ходят в офис, которые работают, но больше не работают, выполняют проектную работу для иностранных заказчиков, для каких-то компаний. То есть, ну, скажем так, все, что не носит чинности повторжальне, да, так Я на польском не розумію по-польську, прошу bardzo. То есть, но неповторимые действия. То есть это потому что... Неповторимое это как? Неповторимое это когда ты не делаешь одно и то же. Когда То не есть повторяешь. Это, когда ты ладно, не я повторяешь. думаю, это вы про секс, когда был неповторимый, и ты такой, вау, это так Нет, это неповторимо. когда ты повторяешь его каждый день, это получается повторимый. То есть тут в инкубаторе нельзя с таким. Скажем так, работа, которая не носит циклического характера. То есть, ну, например, тестировщик — это человек, который ничего не создает. Да? То есть, как бы, исходя из этого, скажу, что это больше для тех людей, которые что-то создают. Понял. Сейчас Ничего... простым языком Смотри, смотри. я Простым языком. не понял, еще раз. Сейчас это, если можно матюкаться, бля, сейчас быстро все. я повторю, подожди. Я его держу за руку, мы вместе Я за руку переведу, держимся. смотри, переведу. Значит, есть лопата, и я пришел копать. Да. Вот мне шеф говорит, надо каждый день копать. И я копаю. Вот это, значит, повторяющееся. Да. Нельзя в инкубатор. Но если мне шеф приходит и говорит, смотри, говорит, надо, говорит, яма, говорит, 2 на метр и глубиной 2. Да. Скопаю один раз, я тебе заплачу $1000, Да. то вот это подходит. Типа, может быть, завтра я тебе еще дам какие-то задания? Да, может быть. Это может Ну, быть ты еще пришел, яма. сделал конкретно, выкопал и все. То есть, и как бы тогда приходит налоговая. Просто набросайте, что это за люди конкретно в должностях. То есть, или в работе, которые делают. Это диджитал-специалисты, это маркетинг, это дизайн, Да. это 3D-моделинг, это программисты. Давайте обрисуем Ну, маркетинг как целом, да. бизнес-модель их, этих людей. То есть, условно, они находятся в Польше. Да. У них есть клиенты, которые в Польше либо за границей. Вот нарисуйте мне этот роудмэп. Смотри, получается, схема выглядит таким образом. Я СММщик, допустим, да, хочу работать для тебя, ты живешь в Нью-Йорке. Да. У тебя компания. Я тебе говорю, смотри, я знаю, как твой продукт или услугу прокачать классно там на рынке Польши. Да. И ты говоришь, супер, подходит, там, плачу тебе $3000, мне нужен у тебя инвойс. Ну, по нашему фактура, либо же там счет. То есть без этой бумажки ему заплатить. Потому что деньги на безнале. То есть я там не играю в скрипту, мне просто надо инвойс. Тогда как бы человек идет и думает, блин, надо фирму открывать, потому что чтобы Стасу как бы что-то сделать и с него деньги получить, необходима фирма, а фирмы нет. И вот как раз мы приходим, говорим, смотри, есть заказчик, есть как бы твои уникальные умения, которыми ты деньги зарабатываешь, есть мы тебе полностью это все замыкаем в круг, подписываем договор с твоим заказчиком, с тобой, выплачиваем тебе деньги, которые через нас платит твой заказчик. Это если просто. Понял, ну так понятно. Я просто от себя добавлю, да, если это, скажем так, долгоиграющая история, то есть и долгий проект, то он должен быть определен на конкретный срок и разбит по конкретным Этапам, пунктам и этапам выполнения. Да. Каждый этап должен оценен быть, соответственно, как бы должен быть соответствующий документ, который подтверждает, что человек в этом куске работы должен предоставить вот это, и за это он получит вот столько-то. Хорошо. Поэтому, а если сейчас нас смотрит человек, который запутался, у меня этапы, не этапы, у меня просто есть заказчик в Америке, и я хочу, чтобы он мне просто платил сюда. Я программист, и я с ним вот работал до этого через Украину, через ФОП. А теперь хочу тут легализироваться, чтобы получать легальный доход, получить потом карту побыта и купить себе хату во Вроцлаве. Тут для того, чтобы, собственно, найти ответ, подхожу ли я, могу ли я, надо сначала созвониться с специалистами, как ты правильно сказал, если только наш инкубатор, их много, и проговорить, как бы узнать, может ли человек это делать. Потому что тут вопрос как раз, почему важен то, что Рома сказал, не повторяющийся. Потому что если повторяющийся, то это уже умово
брать совершенно другие налоги. И налоговая Ужинского рыбовода может прийти как бы, фирме доказать, что это как бы не так было, и на самом деле это типа скрытое а-ля трудоустройство с минимизацией налогов. Да. Поэтому надо позвонить специалистам, рассказать, чем занимаешься, для каких заказчиков работаешь. И после этого понять, если да, тогда уже подписываться. И следующий вопрос, опять же, то есть это не разовая услуга. То есть если у тебя есть заказчик, Стас, то есть он может каждый месяц заказывать. Я получаю деньги, и опять же, работая, сотрудничая с любым из бизнес-инкубаторов, которые предоставляют такую возможность, дает возможность получить карту побыта. То есть без открытия фирмы, без того, что найти на Amazon работать куда-то просто обычным работником. Ну, тут следует помнить, что, по сути, каждый программист, который пишет какой-либо код, он по факту выполняет проектную работу, да, то есть просто это важно правильно упаковать. Да, я, кстати, сейчас подумал о том, что одна из ценностей и хорошего инкубатора — это то, что кто-то не захочет с этим кейсом работать, а кто-то возьмет в работу и скажет, давай мы тебе это как бы подшаманим, да, упакуем правильно. Поможем правильно упаковать, чтобы было все в рамках закона. Ну да. Соответственно, должен... А что подразумевается под правильной упаковкой? Давайте декомпозируем это. Что это? Это правильный контракт? Ну, это... если мы говорим... Это вы его учите, если ему звонит Сужон Доскорбова, вы учите, что ему отвечать или как? Не-не-не, мы как бы в эти истории не играем, потому что мы проходили разного рода проверки, и ПИПа, и ЗУСа, и Стражи граничной, то есть, ну, скажем так, разные. Поэтому здесь история про то, что мы показываем, как правильно должен составлен контракт, на сколько этапов лучше разбить, то есть, а он уже, исходя из своего технического задания, своей работы, то он разбивает свою фактическую работу на эти этапы и, соответственно, вместе с заказчиком оценивает стоимость этих этапов. Понял. Меняется чуть-чуть подход. Самое основное, Да. понимаешь, у клиента, как бы, когда он к нам приходит, у него есть, как я сказал, любимая работа. А наша задача как раз вот это правильно как бы понять, упаковать это все в бумагу. Да. То есть это по нашей стороне. Потому что если человек будет еще упаковываться сам, тогда вопрос, зачем вообще инкубатор нужен Ну да. в целом. Поэтому... То есть мы не придумываем ничего за человека, мы просто подсказываем, помогаем разложить это все и упаковать по документам правильно, чтобы человек мог претендовать на карту побыта, в том числе и на 3 года. Возникает вопрос, зачем это все делать? Какие преимущества идти в инкубатор и вместо того, чтобы открывать ЕДГ, либо спилку зон? Ну, в первую очередь, это вопрос по времени, потому что самый дорогой ресурс — это время. То есть ты тратишь меньше времени, потому что это делает кто-то за тебя. То есть у тебя появляется, грубо говоря, там и бухгалтер, и все, там инфраструктура, грубо говоря, за плечами, за твоими, которые тебе помогают делать твою работу. Это первое, то есть экономишь время. Второе — это вопрос экономии средств. Потому что если открывать, допустим, свою фирму, ну, я думаю, кто смотрел, как бы, сколько налогов... 400 видео наших на канале, кто Да, смотрел. кто смотрел 401 видео на этом канале, то он понимает, что не всегда это как бы самый дешевый способ платить налоги так прям в белую и все остальное, как это должно быть, потому что дороже будет. Вот. Опять же, как бы момент, ну, наверное, третий, это вопрос, как бы, некоторые люди приезжают сюда, в Польшу, в поиске самого себя, и кто-то на Бали переезжает, кто-то там в Штаты мигрирует. И открытие как бы фирмы влечет за собой еще такое понимание к ответственности, потом, опять же, затраты времени на то, чтобы эту фирму закрыть, продать. Ну, то есть, по факту цепляться за какую-то регистрацию, это потом однажды, если хочешь мигрировать, это для тебя очередной вызов. Ну и, наверное, вот эти 3 таких основных фактора. Окей, а давайте налоги разберем, потому что я знаю, что я слышал, что можно платить 6% и кайфовать. Это правда? Я постараюсь не запутать сильно. Ну, как бы, по сути, 6% это, скажем так, информация, которую человек воспринимает понятно. Да, вообще это 12% просто на умове... Ну, это уже непонятно, 12. На умові оділу з передачи авторских прав кошт изыскания приходов составляет 50%. Да. То есть, соответственно, заработал 100 тысяч, то есть 50 тысяч это является средствами, которые ты потратил для того, чтобы заработать эти деньги. То есть и произвести, соответственно, ну, авторский свой продукт. Поэтому 6%, для того, чтобы 50% получить 6, основы, да. то что надо сделать для того, чтобы получить 12? Я побуду с твоим помощником, поспрашиваю, мне интересно просто. Хорошо, 6%. Просто На кейсе на каком-то. Давай, со 100 да. тысяч Давай денег, берем которые пришли, то есть 50% являются твоим доходом. Да. Поэтому ты платишь 12% от 50, что фактически является 6%. Да, ну, соответственно, 6%. 6. 6%. 6. Да, 6%. Все понятно. 6. Если мы говорим, непонятно, мы проконсультируем. если мы говорим о умове дела без передачи авторских прав, то здесь по факту 12%, но с учетом того, что, опять же, кошт изыскания приходов 20% выходит фактически 9,6%. 9,6. 9,6. Я правильно понимаю, 9,6. мы берем 100 тысяч дохода у человека за год, да, Так. допустим, либо там за сделку, дай бог ему Здоровья. да, чтобы столько зарабатывать за сделку, допустим, за год. Так. И при первом кейсе, если все хорошо, идеально, то он с этого заплатит 6% налога. 6 тысяч денег.
6 тысяч злотых. 6 тысяч денег. Да. Ну, это же хорошо. Я просто не вижу счастья в ваших лицах. Но дело в том, что как бы, мы Для вас платим, это как обыденность, компания да? другие Для налоги. нас это Понимаешь? Я бы обыденность, хотел да. бы быть фрилансером. Я Понимаю. надо задумать о том, чтобы перейти во фриланс. Понимаю. Не, ну я рад за людей. Они сейчас это услышат, и у них появится свет в конце туннеля. Это практически Не, как ФОП да. в Украине на 5, только тут получается 6. А уже мир разделяется на две категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. В Украине, кстати, 6. Ее Серьезно? добавили на третью группу 6 лет не живу. 1%. То есть 6 все-таки уже. Да, военный сбор. То есть это как здесь, так и там. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Ситуация следующая. Ну, 100 тысяч мы с вами разобрали, все понятно, Да. да? Человек сейчас слушает и думает, типа, пацаны, 100 тысяч я зарабатываю в день. Я зарабатываю там за год, допустим, 250 тысяч или 300 тысяч злотых. Меняется ли как-то налоги? Конечно, меняются. Я просто сейчас немножко крутну назад и снова постараюсь как бы не запутать вас, да, Давай. потому что по факту приходит на счет, называем этот порог 240 тысяч. Он таковым не является, потому что 120 тысяч это является первый налоговый порог. Да. Но с учетом того, что из денег, которые 240 тысяч, которые, давай 250 твой пример, из 250, которые пришли на счет за год, из 240 50% являются доходом. Да. То есть, соответственно, мы платим 6% от 240, и все, что свыше 240, мы платим 32%. Тогда уже не считается никакой кошт взыскания приходов, соответственно, уже не Окей. считается. Потом уже в круг идет 32%. То есть, другими словами, я заработал, допустим, давайте возьмем даже... 250 тысяч. Давайте возьмем 300 тысяч. Да? 300 тысяч. Я заработал 300 тысяч, из которых из 240 я заплачу 6%, а с оставшихся 60 тысяч злотых я заплачу 32%. Так точно. Совершенно верно. Ну, может, так в Excel себе формулу протянуть Да, даже да, до миллиона. Да. Ну, то есть я для людей, да, акцентирую внимание, Да. чтобы они могли себе... И да, я А просто... существуют ли способы как-то вот эти 32 обойти там? Иметь реально? большую семью. Расскажи, сколько надо иметь жен? Ну, тут надо... Я бы, как бы скажу так, я в эти игры Это не можете рекомендую, не рекомендую играться в эти игры, это раз. Многоженство или что ты имеешь в виду? Многоженство, да, потому что там, трудоустраивать кого-то, потому что в конце концов это может вылезти и потом больно ударить по попе. Ну, то есть, по факту, вот мы для себя фиксируем 240к под 6% можно выводить. Если у тебя есть вопросики по поводу переноса авторских прав, мы сейчас обсудим, что это, да, то это может быть 9 точка там сколько-то, да? 9,6. 9,6. Да. Вот, что тоже достаточно симпотненько звучит. А если все, что выше 240 тысяч, то будь добр, 32% от кашля. Так точно. Я Чистыми. хотел бы еще просто добавить, да, потому что по факту на человеке лежит ответственность, Да. о уплате подоходного налога. Ну да. Мы как компания отчисляем соответственно. Поэтому важно, чтобы люди помнили, что это нужно контролировать, да, потому что в нашей CRM-системе настроено, да, то есть автоматическое уведомление человека, что он перейдет, вот-вот перейдет порог. Вот это 240 Да, тысяч. да, и будет больше платить налог. Потому что я знаю такие истории, когда в некоторых инкубаторах люди, об этом не знали, а потом... Миллион, да? Да, а потом, настрочили. по факту в шпаешь. следующем году От- ПИТ рассчитываешь, и тебе надо 150 тысяч И тебе доплатить служено случайно. письмо приходит Да. счастье как раз Да. в апреле на Пасху и говорит: здрасте. Да. Окей, интересно. А давайте вернемся к теме именно jednoosobowej діяльності, потому что я уверен, что у людей стоит выбор между jednoosobowej и именно инкубатором. Ну, потому что с компанией Да. все понятно, все сложно, это другая модель, это партнеры обычно, какие-то доли, роли. А вот если разобрать плюсы и минусы, почему здесь инкубатор может выигрывать? Потому что ЕДГ, как я, давайте я буду защитником этой истории, Давай. а вы той. Ну, просто чтобы был интересный диалог. Для меня, я это вижу так, что вот у меня своя jednoosobowa діяльність, я там себе reach out выбрал, окей, есть ЗУС, но
он там вначале не очень большой, да, то, что есть ульга на старт, и есть возможность сплатить 8,5%, либо там 12%. Скорее 12 давайте возьмем, потому что все-таки это... Ну, усредненно, если мы говорим, да. Усредненно 12, для программистов ПКД это, допустим, 12. Я как бы вроде бы плачу больше, но я сам себе принадлежу, у меня там ни от кого не завишу, я могу много разных заказчиков Что ты выбирать. подразумеваешь под этим? Ты сам себе принадлежишь, нет, не зависишь? Давайте обсудим. Да, хороший вопрос. Ну, это значит, что я как бы беру ответственность за все, что делаю, да, сам за себя. Это значит, что мне не нужно как-то там конструировать каким-то образом контракты, придумывать, выкручивать, да, я могу просто напрямую работать, и мне платят, и все. То есть мне не надо Мне кажется, что надо поделить просто как бы для того, чтобы разбор был конструктивный, на две части. Временные затраты и финансовые. Давайте так, Давай. виртуальную табличку такую, шук. Да. С одной Я стороны только время, быстро с другой оставлю, стороны финансы. пока не утекло. Сейчас Я только табличку составил, ты будешь составишь раскладывать. табличку. Не, я просто скажу, я знаю такие, с учетом того, что у нас есть компания «Финанс-эксперт», которая занимается бухгалтерией. Я знаю такие истории, когда приходит запрос, ты говоришь, не нужно там конструировать контракты и так далее. Когда приходит запрос, и там программисту ужин скорбовый, какая-то бабушка, которая там сидит и не понимает, что такое Python, что такое C++ и так далее, да. То есть она говорит, докажи мне, что у тебя тут 12% по этому инвойсу, а не 18. Ага. Но, то есть, как бы, и эта история, то есть, ездили бухгалтера, то есть, доказывали, контракт переделывали с заказчиком таким образом, чтобы он подходил вот как раз этой пани из Ужонда Скорбова, чтобы она поняла, что там конкретно вот этот код ПКД инвойс. Поэтому тут, как бы, история такая себе. Мой основной аргумент был по ЕДГ, это то, что ты можешь работать с множеством количеством разных заказчиков, и более того, ты не привязываешься к тому, что это проектная история, а ты просто, у тебя есть тупо заказчик в Америке, да, и ты работаешь на нем по найму на него и как бы не паришься. Да? Ты просто по найму, но он платит тебе по B2B. Ну, так сказали в самом начале, что тут, если поделить на три части историю, то первое, как бы, есть ребята, которым подходят инкубаторы, они фрилансеры, им это окей. Да. И мы сейчас уже поняли, что 6%, там 12% и так далее, 32%. Вопрос следующий. Открыть себе ЕДГ. Да, это тоже, на самом деле, крутое решение, если оно кому-то подходит. То есть это не то, что это панацея от всех болезней. Инкубаторы приходишь и платишь вообще 0 налогов. Нет, не про ту историю. То есть если человеку надо ЕДГ, в ЕДГ тоже есть плюшки. Можно в расходы что-то забрасывать, если я там не речал, допустим, да, какие-то там покупать себе вещи, строить себе сдольность финансовую, кучу всего. Да. Если, Офигенный допустим, пункт ты спулка, сказал. да, потому что спулка ЗО, допустим, у него вообще свои плюсы. В спулке ЗО ты можешь себе там сделать 10 ПКД, заинвестируя в покупку хоста, списывая практически все в расходы и ужин там в ресторане, который с партнерами, в кавычках, да. И поэтому как бы есть 2 миллиона евро, сейчас уже там 2,5, по-моему, да, до 2,5-9% подоходный налог. И плюс как бы ват еще списывает. Ну, то есть куча плюшек. Есть, допустим, ЕДГшники, у которых до 200 тысяч они без вата работают, им так выгодно. А есть, наоборот, которые за ватом стремятся. Поэтому тут, мне кажется, как бы, ну, каждый кейс уникален, и кому-то подойдет спулка, кому-то подойдет ЕДГ, кому-то подойдет инкубатор. Главное, что просто человек, который подскажет, куда идти, был человек, который понимает и подберет, как говорят в Польше, шито на мяро, да, то есть пошитую под тебя как бы специальную оферту, которая тебе подойдет. И закроет твои потребности, и ты потратишь в итоге меньше времени, ну и, соответственно, заплатишь минимальное количество налогов. Мы не говорим сейчас заплатить 0 налогов, то есть это неправильно. Заплатить минимальное количество, которое законом установлено. Окей. У вас есть какие-то Мой аргументы и факты? Продано. Я скажу Мне, так, мне что... очень понравился сейчас, извиняюсь, мне понравился тезис, что действительно в ЕДГ еще это плюс. Ты можешь закидывать что-то в расходы. Можно ли как-то, вот ты говорил вначале про фирму на прокат, да? Что в этой вашей спайке это будет в понимании фирмы на прокат, кроме того, что вы ему даете возможность проводить эту транзакцию через субсчет? Что Я еще? даю SEO голос, Вам. он расскажет в деталях. Что, как это выглядит? То есть человек, который становится клиентом нашей компании, то есть ему присваивается конкретный ассистент, который, скажем так, отвечает на все вопросы в рамках сотрудничества, да, если мы говорим о стандартном пакете в рамках сотрудничества. То есть, соответственно, помогает выставлять инвойсы, помогает согласовывать договора. У нас есть еще юридический отдел, который эти договора проверяет, да, чтобы они были составлены правильным образом, чтобы они в себя включали всю необходимую информацию и Защищали и вас защищали как и компанию. нас как Правильно? компанию, И его. соответственно, да, и фрилансера. Да, это очень важно. То есть поэтому получают юридическую поддержку, в том числе как бы в пакете в рамках 2 часов ежемесячно. То есть может обращаться со своими вопросами, как бы со своими договорами и так далее. А что еще получает? Отсутствие ЗУСа получает, бухгалтерию получает. Это то, что все, что по нашей стороне. Получает возможность оформить себе мультиспорт, получает возможность, ну тут я бы не сказал, как возможность, да, но мы даем только
только возможность по льготным ценам оформить люксмед, потому что мы являемся партнерами люксмеда, и как бы у нас есть льготные цены, которые ниже, скажем так, рыночных. Розничных, пакеты. Да. Собственно, так. Но у нас есть еще пакет ультра, который новый, свежий, красивый, который включает в себя... А вот еще, если говорить о предыдущем пакете, то еще добавлю, что также у нас есть компания, которая занимается легализацией иностранцев на территории Польши, довольно-таки успешная компания, и, соответственно, получают наши клиенты 30% скидку на услуги данной компании. Да. Если мы говорим о пакете ультра, то там уже все интереснее, то есть в пакете ультра включена страховка люксмед, включен мультиспорт, включена электронная подпись, потому что я бы хотел тоже на этом сделать акцент, потому что коллеги, бизнес-инкубаторы, которые доказывают, что профиль Зауфана — это документ, который можно подписать умову делу, либо умову злицения, либо еще что-либо, то глубоко заблуждаются. У нас есть глубокий анализ. Да? Нельзя однозначно. ЕПУАПом нельзя подписывать документы. ЕПУАП создан, и это в уставе прописано, для общения с госорганами. Совершенно верно. То есть на самом деле тебе нужен подпись квалификованный. Совершенно верно. И им можно подписывать, потому что это личная подпись. Да, это личная подпись, которая утверждена, то есть верифицирован чек. Поэтому в пакете ультра также включена стоимость подписи квалификованного, то есть человек получает на год подпись, и, соответственно, нет необходимости отправлять почтой, курьером документы, то есть приходить в офис, подписывать что-либо. То есть все происходит посредством онлайн. Ко всем этим пакетам является дополнением это наша CRM-система, то есть где человек может самостоятельно подготавливать свои документы, но тут плюс-минус как бы стандартная история, за исключением того, что мы строим платформу и помогаем нашим фрилансерам утилизировать свое свободное время. То есть по факту у нас есть Это как? У нас есть ряд компаний-партнеров, то есть это IT-компании, есть большие гиганты, консорциумы, которым необходимы на part-time иногда специалисты. То есть и первое место, куда они обращаются за такими специалистами, являемся мы, так как мы являемся их партнерами. В момент онбординга клиента задаем вопрос один. То есть если вы, допустим, СММщик или там дизайнер или айтишник, рассматриваете ли вы какие-то еще дополнительные подработки? Ну, назовем проекты. И тут, как в поле чудес, я достаю журнал. Крутим колесо. Опа! Опачки. А кто это у нас тут такой, а? Это наш бизнес-партнер. Да, получается ситуация такая, у вас есть бизнес-партнер, его напечатали на Forbes. Да. Платно или бесплатно, как думаете? Я думаю, что второй вариант. Бесплатно. Бесплатно, да. Ну, за заслуги перед Конечно. Отечеством. Нет, да? там просто, если Есть прочитаешь, люди, которые... что там... Я читаю, да, и мы как раз перед этим посмотрели. Ну, на самом деле интересный кейс. Расскажите про эту историю. И мы, когда готовились к подкасту, ты сказал такую вещь, акцентировал внимание на том, что давай расскажем про это для того, чтобы люди понимали, что мы за компания и что мы не в случае... Да, тут понимаешь, вопрос как бы, хочешь быть хорошим продуктом или услугой, поставь себя на место покупателя. Ну, это услуги или товара. И если говорить, допустим, за нас, то V-Expert появился как ответ на вызовы рынка и потребность людей, которые приходили, говорили, нам это надо. И вот мы, как бы, собственно говоря, 4 человека открыли там эту компанию, и она себе развивалась там своим органическим путем. В один из дней я зашел купить, сейчас запикайте, пожалуйста, сигареты, еще курил тогда. Вот, в магазин, это у нас в офисской Тавре был в Ростове. Ну, и зашел, покупаю, держу пачку в руке, такой смотрю, мужик на меня смотрит, какой-то незнакомый. Я вообще Forbes как бы до этого никогда не покупал. Бывало, когда там где-то видел, что кто-то там... Я в Forbes попал, пишет там какую-то статью на развороте, в самом конце там, где уже титры пошли. Вот, купил журнал этот, посидели с ребятами, почитали, очень сильно отрезонировало вот, ДНК человека, да, то есть его ценности, его история про то, как он компанию строил, то есть зачем он ее строил, что вообще сейчас это за IT-консорциум, почему туда вошло там очень много компаний, как он делает M&A. То есть, ну, стал такой человек вроде бы через журнал близким нам другом по факту. Вот, крутой человек на самом деле. Да, когда же у нас партнер по бизнесу, поляк, который с Вроцлавом, знал его, ехал через 2 дня к нему навстречу. И буквально стоя там на сигарете возле Скайтаура, оказалось, что он к нему едет. Я говорю, слушай, у нас, говорю, такой есть продукт, мы что же там, про айтишников немного, у него вроде про айтишников. Как-то встретиться с ним, познакомиться, запартнериться. Главное, остановись вовремя. Да, он говорит, без проблем, говорит, замолвлю словечко, говорит, сделайте one-pager. Ну, я побыстренько one-pager набросал, ему отправил на WhatsApp. Через 2 дня он перезвонит, говорит, слушай, сейчас с Войтиком сижу, говорит, вышлите номер счета ваш. Я думаю, ну, выписку по счету. Может, плохо по-польски понимаю. Говорю, номер счета? Он говорит, номер счета вышлите. Я говорю, ну, хорошо, звони Роме, говорю, Ром, вышли номер счета. Он говорит, ты там пил, может, или не закусывал? Я говорю, да не, говорю, все нормально, номер счета вышли. Я говорю, ну, хорошо. Получил номер счета от него, переслал. Спустя полчаса у нас на счету 100 тысяч злотых перевод. Написано, что за обменчивую джалу.
Ну, то есть каких, сколько, в какой цене вообще даже То есть мы разговора только нет. видели, что это компания. То есть мы его даже не знали. Знали Спустя компанию. 2 месяца мы с ним встретились вживую, рассказали еще раз, собственно говоря, не то, что в OnePager было написано, что мы хотим, что строим, зачем это делаем. А И- он ван-пейдж прочитал на Да, встрече да, тогда, да. То есть он прочитал, сразу же поймал за- как бы суть И занес всего. сразу, да? Ну, получается, что так, да. Такая как бы интересная история из бизнеса, такая ты познакомился с человеком после того, как Необычно. деньги на счет отправил. Необычное И решение, через- да, такое, как, типа, мощный предприниматель, как он сразу решает вопрос. Время. Такой, типа... Все вопросы времени. Не, он, Самый ценный и- ресурс. Да, Не, время, я и имею плюс в виду чуйка. даже то, как он на вас привлек тоже Ну, внимание. конечно, потому что мы могли пойти к кому-то другому пообщаться и с ним таким встретиться. А Ну тут такой да. якорь сразу же 100 тысяч, сбросили. Давайте типа, на. постоим, да, подождем. И через 2 месяца мы с ним встретились, рассказали. Вот, собственно говоря, теперь это наш... И он ваш партнер, то есть он Да, у выкупил него долю? 25% собственности компании. Поэтому вопрос, отвечая на твой с самого конца, извините, что так долго. Я бы хотел, если я клиент компании, понимать, что я могу быть в ней уверен, что это Да. как бы не просто компания, а это мой партнер по бизнесу там, или по моему, Да. там, чем я занимаюсь. Если мы говорим сейчас, допустим, за нас, то EOVIC — это как бы компания, которая сделала 1,7 миллиарда злотых за прошлый год оборота. Это IT-консорциум, в который входит больше 20 компаний, которые в По том всему числе с миру. Украины, с Штатов, с Австрии, то есть по всему миру разбросаны. В Дубае у них тоже самое представительство есть. И это как бы уже большой такой гигант по факту, и мы часть этого гиганта. Мгм. Ну и, допустим, если мы говорим сейчас за какие-то фирмы, я не говорю, что все фирмы плохие, то есть, боже упаси. Ну, тут можно Я говорю, что просто все хорошие. То есть просто можно смоделировать ремарку. ситуацию. Да? Смоделировать ситуацию. Если, допустим, я айтишник, и, как Да. ты сказал, мне 250 тысяч там, в год, то представь себе, если насобирать 500 таких айтишников, по 250 тысяч, у которых в год, допустим, в декабре месяце сесть в самолет и в одну сторону улететь. Но это же вопрос жизни. Да? То есть каждый может сделать. У нас Так- же как так бы и есть было. ответственность не только перед клиентом, есть еще ответственность перед нашими партнерами, в том числе польскими. Есть определенные как бы, бумажки, что куда бы мы ни улетели, нас как бы там достанут с любой юрисдикции. Поэтому мне важно, допустим, если я прихожу, знать, что есть такая гарантия. Потому что это все-таки по факту финансовая институция, коей мы являемся, потому что человек доверяет свои деньги, которые зарабатывает. Был такой кейс, был один парень, у него был бизнес-инкубатор в Польше, в Варшаве. Really? Да, и он так и сделал. Серьезно? Да. Вы не знаете эту историю? Не, я не Ну, слышал. он так и сделал, потому что мне писала в тот момент, в один месяц, ну, мне, я не знаю, каждый день по одному человеку писали. Верни нам наши деньги. Не мне, верни. А мне спрашивали, Я надеюсь, Станислав... ты их не рекламировал. Я надеюсь, ты Не, можешь понял. я их не рекламировал. Это известный такой был парень в инфопространстве. Он любил тиктоки записывать, короткие видео. И у него был инкубатор. Он, собственно, сделал этот экзит, Мгм. понабирал бабок и уехал в Испанию. Недалеко. в Он, принципе. кстати, да, недалеко. Но помимо этого он еще там понабирал других денег. И мне люди писали, типа, Станислав, такая ситуация, бизнес-инкубатор, может, вы посоветуете, что делать? Мне уже 2 месяца не выплачивают зарплату с инкубатора, 3, у кого-то 5, типа, посоветуйте, что делать. А я потом там сделал ресерч и понял, и сказал, извините, но все, вам нечем помочь. В итоге этого товарища нашли, и он сейчас сидит в польской тюрьме. Мгм. Вот такая история. Ну, видишь, по факту история, которая мнимая, она из жизни возможна. Поэтому, Да. я же говорю, самое важное быть уверенным в партнере, как в самом себе. И Давайте посчитаем, математику для человека. То есть у него есть расходная часть flex, да, гибкая, в зависимости от его дохода. Это 6 либо 9,6%. Что еще? Какие еще у него расходы? 499 злотых стоимость абонемента и... Вашего, да? Да, стоимость нашего абонемента, но я еще как бы забегаю наперед, потому что этот вопрос все равно придет. У человека должна быть страховка, да, так как ЗУСа нет, Да. то есть страховка люксмед, это, конечно, хорошо, человек может пойти к врачу, то На есть без консультацию, очереди, да. относительно без очереди, да, люксмед уже не тот. И необходима еще страховка от несчастных случаев, потому что без этого, к сожалению, не подашься на карту побыта, либо в последующем не получишь резидента, если у тебя не будет чонгости обеспечения. То есть, ну, соответственно, непрерывной страховки, да, на протяжении необходимого срока пребывания в Польше. Поэтому страховка годовая от несчастных случаев сейчас она варьируется там в районе 750 злотых за год. За год. Да. И вы помогаете, как это технически происходит? Он ее покупает через вас или вы ему даете возможность, чтобы он сам купил у ЗУСа ее непосредственно? Нет, тут речь не о ЗУСе, здесь как раз страховка от несчастных случаев у частных страховых компаний. это часто медицинская страховка. Да, то есть Фактически, главное, когда, что- когда визы открывали, помнишь? Да, не, я понял. Подобное. Я имею в виду ужонт обцекраевцев, где ты карту получаешь. Он требует, чтобы эта страховка была постоянно в течение 3 лет. Требует, чтобы в целом была страховка. Либо ЗУС, либо страховка. Окей, все, Да, все, да, понял. да. То есть
У него есть люксмед, где он может прийти к врачу быстренько проконсультироваться, да, если Совершенно верно. что-то болит. Мгм. И у него есть вот эта вот частная страховка, которая позволяет От несчастных случаев. от несчастных случаев, Да. позволяющая ему податься на карту побыту там. Да. либо То есть, резидента. если ты в СОР приезжаешь, у тебя ЗУС есть, то тебя лечат. Если ты приезжаешь, как бы у тебя нет ЗУСа, тебе на СОРе говорят, поломал руку, иди лечись. Мгм. Или спрашивают, у тебя страховка есть от несчастных случаев? Ну, либо Говоришь, тебя отремонтируют, и ты заплатишь как бы там 5000 злотых за гипс. Допустим, я еще у вас в компании устраиваюсь на 1/16 на умозлицение и плачу там 200 злотых. в На месяц. другие чиновники, которые выконаны, да, это возможно. Как вариант. Да, как вариант Ну, возможно. я просто знаю, люди так делают. Мы, допустим, первые года были, когда жили в Польше, Мгм. не было ни ума, ни денег, ничего, да. Все мы там были. Было только время, вот. И страховка как-то не было у нас даже этой страховки, вообще никакой. Но все равно как-то ты переживаешь, живешь как на пороховой бочке, да, если что-то случится. И потом нам один поляк подошел и сказал, типа, так все делают, типа, если вы хотите иметь страховку, которая позволяет вам там, если вы в СОР приедете, да, чтобы вас приняли и все, и обслужили, то на 1/16 там где-то устроитесь. А мы там комбинировали там зарплаты, и ну сложно, это все дорого было Мгм. на тот момент. А получается, есть такой лайфхак. Да, ну иностранцы сейчас же ограничены еще тем, что для того, чтобы податься на карту побыта, ты должен зарабатывать не меньше, чем минимальная краева. То есть Да. иначе, то есть это обязательное условие. В обратном случае как бы тебе не дадут положительной децизии. Поэтому тут важно, чтобы совокупный доход был не меньше, чем минимальная краева. Поэтому Окей. раньше можно было... Это себе 4200 сейчас или сколько, не помните? Да, да, подросло. 4666. Почему хейтят еще инкубаторы? Какие есть еще нюансы, риски или вопросы, возражения, с которыми люди к вам приходят? Вот они такие приходят и в чем-то сомневаются, да? Давайте как-то, по-взрослому обсудим Тут это понимаешь, всё ну на каждый же камеру. хейт, он же по-своему уникальный, тут надо разобрать какой-то конкретный пример кейса, потому что хейтят, ну, то есть кто-то проснулся, встал не с той ноги, ему там, не знаю, консультант его, который там или ассистент не ответил Нет, вовремя. Что, неправильный вопрос. Давай. Возражения какие у людей есть? Вот они принимают решение, какой дорогой им пойти. О чем они беспокоятся? По поводу чего они переживают? Я хочу, чтобы люди услышали эти слова, Это и мы это развеяли. первое, то, о чем Юра уже сказал, то, о чем Юра уже сказал, это деньги, чтобы никто никуда с их деньгами не делся, да, то есть Да. это важно. А второе, это как бы легальность всего происходящего, потому что нет у нас, конкретно у нас, я не говорю за других, не буду утверждать, но нет у нас истории, когда к нам приходит таксист и говорит, да мне пофиг, как легализоваться, но я могу где-нибудь генерировать вам код и давать как программист. То есть, ну, как бы и легальная история должна быть, да. То есть наша компания находится в белых списках, там выдает зазволения, выдает освещение. То есть до этого вполне нормально выдавали нам приглашение на визы ПБХ, то есть, что, к сожалению, закрылось, да. То есть, ну, это основные боли. То есть, и важно, чтобы отчислялись налоги. Потому что есть некоторые клиенты говорят, а вышлите мне подтверждение, что вы мне за меня ПИТ заплатили. То есть, ну... Тут, понимаешь, продолжая опять же историю про боли, важно сказать, что любая боль человеческая, по факту, это потребность, на потребностях люди как бы бизнеса строят. И тут, если правильно понять этого фрилансера, какой у него запрос, и направить его даже там, JDG себе пойди сделай, мы не советуем, то есть мы не советуем всем прям прийти к нам. То есть мы как бы, когда поймем, можем ли мы помочь или нет, тогда мы говорим, пожалуйста, можете быть нашим клиентом. Либо же идите где-то там все найдите, кто вам на канале, кстати, 500 видео, поможет сделать JDG в Польше. Ну, да, по да, факту. да. Ну, то есть один из вариантов. Иногда, может, даже не в Польше. Да, но есть еще Понял. такие уникальные кейсы, знаешь, которые из внутренней кухни, которые проговорить. У меня есть друг, который работает в крупной компании американской на умове операции, сумасшедшая зарплата, и он разработчик. Но он говорит, Юра, я там уже работаю 5 лет, мне уже просто, уже тошнит меня просто от этой работы, я нон-стоп допиливаю один и тот же продукт, мне просто уже неинтересно. И вот он себе придумал, что он там как бы будет делать вид, что он работает, а по факту еще какой-то там проектик слева пилить. Пришел, говорит, я сейчас открою JDG или там спулку, засвечусь во всех этих реестрах, не особо мне прикольно, мне как-то вот этот левачок, который я там зарабатываю, бы прогнать. Не подскажешь как? Я говорю, приходи к нам в инкубатор, у тебя есть твое постоянное место работы, мы тебе можем там с помощью нас, грубо говоря, этот левачок, который ты там себе, из-за того, что тебе скучно по факту, грубо говоря, помочь освоить. Поэтому тут у каждого есть свой запрос, с которым они приходят, и тогда понимают, да, мне вот как раз инкубатор подойдет, не подойдет JDG и спулка. Или же наоборот, не подходит и пойдет себе как бы своим путем. Да, если я просто работаю на какую-то компанию и хочу продолжать это делать, я диджитал-специалист, да, и я готов, или компания, на которой я работаю, готова покрывать все эти налоги официально, на полную там ставку, то есть ли такие люди? Да, есть такие люди. Есть, и скажу так, их немало.
И кто в этом случае платит налог вот это, да? И какой это налог тогда? Ну, это скажем, новое это изучение, допустим? немного больше 47%. Примерно 85%. Ну, близко к стану, Немного, не немного 50. больше. Немного больше 45, примерно 80. И маленькая звездочка Ну, внизу. 47. Ты прям как чуть-чуть. депутат ответил, понял? Чисто так. От 40 Маленькая звездочка внизу еще там. Читать внизу от 47 до... 2,5. От 40, хорошо, давайте. Говори конкретно, мы вот От 47 не увидели. до 49%. Ну слава богу. Да, то есть Я думал, там 80. Плюс-минус, да. И покрывают эти затраты все компания-заказчик. То есть, потому что они присылают квоту брутто, от нее уже отчитываются Ну да. все необходимые налоги. А для вас транзакция же без вата, правильно? То есть это удобно. Все зависит... Ну и чаще всего, я думаю, что это Ну, чаще заказчики всего, да, иностранные, заграничные, да, Если тогда без иностранные, вата. Важный момент есть, понимаешь, потому что, извините, что я о таких технических вещах буду говорить, но есть важный момент. Если из-за границы платит частное лицо, эта транзакция подлежит обязательному добавлению вата. Мгм. То есть если юрлицо, тогда нет, не обязательно. Но если это частное лицо платит, то ват обязательно добавляется. Мгм. А если фриланс, биржа, это является... А какие биржи? Перечисли, плательщик. какие Ну, биржи? есть Upwork, Deal, ну, на самом деле есть масса. Я не хочу рекламировать, ну, да, зачем? потому Надо что знать интеграции есть Upwork, интересная история, когда у нас юристы дали маху, и мы даем периодически платформы на проверку, потому что там есть определенный алгоритм проверки данной платформы, можем ли мы, как компания-инкубатор, работать с данной платформой или нет. И, ну, скажем так, дали маху и дописали одну платформу. И через 3 дня, с которой мы не можем работать. Ну, это факт. И через 3 дня ровно идентичный список появился у одного из наших варшавских конкурентов, небольшой компании, которая поменьше, появился точно такой же список, где в конце эта платформа, которая не приспособлена вообще для подобного рода работы. Okay. В данном случае платформы работает для фрилансеров, то есть это является плательщик юрлицо, поэтому тут без вата. Но есть такая история тоже, скажем так, на своих шишках. Скажу, если мы говорим о Etsy, да, не о платформе для фрилансеров, то здесь важно помнить, что если это физические товары, то у Etsy устроено таким образом, что они показывают при платежах, что это продажа этих товаров с помощью них происходила на частные лица. Тут обязателен ват. Если это, скажем так, онлайн какие-то услуги, электронные товары, там это может быть таблица, то в данном случае тогда... я на Etsy продал онлайн-товар. Для физлица, да. Для физлица, окей. Давайте, знаете, что просто сделаем? У них устроено таким образом, что если это онлайн-товар, тогда вы не видите в заставлении, что это продажа на физлицо либо куда-то. Понял. То есть там является сам Etsy плательщиком. С физическими Самое важное, знаешь, товарами как мы по-другому. говорим, всегда разобраться с ватом по одной простой причине, потому что есть такой бизнес-клуб, есть их много вообще бизнес-клубов, очень нами любимых, а есть мы называем ват бизнес-клуб. Это там, где вступил, у тебя маржа 23%, ну, либо 8%, все зависит тоже от ниши. Да. Вот. И люди тащатся. Потом через год оказывается, что они ват не платили. У нас буквально там такой товарищ на нас в Рослав пришел, говорит, бизнес супер, маржа там около 20%. Копали, раскопали, что он как бы должен был платить ват, а ват не платил. Поэтому тут как бы в этой истории как бы бухгалтерского направления, которое связано с налоговой, лучше все-таки оставить специалиста, который правильно умеет проконсультировать. То есть, если, допустим, придет фрилансер к нам, мы его проконсультируем. Если человек хочет открывать бизнес, то ему надо найти кого-то, кто его конкретно разберет его нишу и скажет, окей, чувак, у тебя будет ват, когда он будет, какой он будет, и с кем ты когда работаешь, он наступает, либо не наступает. Потому что можно как бы, налоговая все равно. То есть, ты деньги получаешь, они потом такие тык-тык, давайте ват. Ну, ват это же та история, ты на один день просрочил, тебе уже... Алло, оценки. Ну да. Главный месседж, который для людей, это то, что они могут работать через платформы, налутать там денег. Да. Я могу зайти на Upwork, налутать там себе 10 тысяч и потом вывести их через вас. Да. Совершенно верно. В точку. Вот это вот хорошо. Давайте подрезюмируем эту всю ситуацию. Давай. Надо так, чтобы люди для себя зафиксировали и завалили. Понял? Давай. Камера, мотор, работаем. Значит, смотрите, еще раз, как бы про строителей забыли, не будем сейчас тут говорить, чтобы у нас потом строители к нам не пришли, не сказали, это мне надо, мне ямы подходит. не копали. Да, то есть если это цифровые специалисты, то бишь фрилансеры, которые айтишники, ребята, которые там программируют, что-то делают, ребята, которые работают с веб-дизайном, ребята, которые там с моушн-дизайном работают, товарищи СММщики, контент-креаторы, копирайтеры, ну хотя еще чат GPT к нам не приходил, в принципе, говорят, что уже копирайтеров нет. То есть и другие специалисты вот из этой ниши фрилансеров, они могут там прийти, стать нашими клиентами и получить, как мы называем еще фирма на прокат, еще umbrella company.
То есть и в этом umbrella company по факту за 400 там, с копейками злотых тебе дает возможность получить весь бэкграунд, который стоит за тобой, бухгалтерию, ответы на все твои вопросы, получить возможность карту побыта, страховки и так далее, и так далее. То есть весь вот этот, вот, скажем, бэкграунд ты по факту, оплачивая ежемесячный абонемент, получаешь как бы и радуешься, как бы тратишь время только на то, что тебе нравится, любимым делом занимаешься. Платишь меньше налогов. Легально. меньше, Важно, легально, важно, что да. легально платишь Да. минимальную. И вы, как компания, являетесь гарантом адекватности, что если его текущая конструкция не подходит под эти 6% или под эти там 12, 9,6, да, вы ему можете отказать и сказать, слушай, ну тут не лепится. Смотри, у нас простой подход, то есть все должно быть по закону, потому что по-другому тут в этой стране, к сожалению, не работает. И если, допустим, мы понимаем, что это все косо, криво, непонятно как натянуто, то тут не история про то, что мы хотим заработать на этом фрилансере. Нам проще сказать, извини, тебе эта конструкция не подойдет, подсказать ему, как ему подойдет, может, ему другая страна вообще подойдет. Вот, и как бы отправить его по правильному пути, а не просто его взять, чтобы только побыстрее, чтобы и потом через полгода или через год или через 5 вопросы из ЗУСа, налоговой и других как бы инстанций прилетают, а ты руками разводишь и решаешь, как-то вот так что-то получилось. Скрываемся. У тебя 3 Знаешь, да, это? Смотри, это Библия. Это Войчик Вольный. Он в вас инвестировал. Он сейчас где-то там сидит. Он любой чувствует. Да. Поэтому может ли человек, не находясь в Польше, при этом работать с инкубатором? Неважно, с вашим, либо с каким-то другим. Вообще существует ли такая схема? Существует такая Существует. Может. Да, совершенно Руку верно. ложу. Но что? Да. Но есть нюансы. Но надо нам Но позвонить. есть мы дадим нюансы, ответ. надо позвонить, мы расскажем. Все зависит от того, где он живет, в какой стране, какие соглашения между Польшей и этой То есть страной. соглашение, да. Да, плюс... Ну есть соглашение об отсутствии двойного. Смотри, каждый налога. есть Конечно, уникальный, двойного, да, плюс... есть. Тут перебивать обещали. Да, я достал топор, цик. Да. И, соответственно, здесь еще важную роль играет момент налогового резидентства данного человека. Да. Ну, а налоговое резидентство, с ним тоже ж можно, если ты умный человек, подшаманить. Тут Можно, даже вопрос да. не Ну, под я имею в виду смотри, легально. У меня есть есть люди, которые специально живут. Да, в есть, Дубае. смотри, есть люди, которые живут в какой-то стране, назовем ее стране X, и они могут быть нашими клиентами. Есть другие люди, которые Y и не могут быть нашими клиентами. Да. Для того, чтобы как бы сейчас не перебирать все 200 стран, которые есть в мире, и по каждой стране давать какой-то репорт, тут могут, тут могут, тут не могут, проще всего обратиться за консультацией, бесплатно абсолютно, и понять, да, мне это подходит, живу на Бали, допустим, могу, или наоборот, там, живу в Дубае и не могу. Да, Это да. самый простой вариант. Ну, Либо такая могу, возможность есть. То есть такая возможность есть. Какими нюансами? Такая Ну, возможность допустим, есть. если там каких-то соглашений нету, то будет больше налогов. Соглашение о санкциях, допустим, их с Рашкой. Да? Ну да. Такими, к сожалению, тут. Но эти, в В принципе... Северной Корее тоже разработчикам не помогают. С фрилансерами понятно, но есть еще конструкции потяжелее, да, посерьезнее. Это B2B история. Например, я частично начинаю своих IT-специалистов там из Беларуси, из Украины сюда переправлять. Хочу сделать какую-то базу, но не хочу там свою компанию открывать и этим заниматься. Есть ли какие-то вариантики? В нашей компании есть направление B2B. То есть что для нас B2B? B2B для нас это заказчики, у которых есть разработчики, либо же там специалисты, с которыми они работают. Да. И они находятся, предположим, там в Польше. И вот компания находится, как ты говоришь, там в Беларуси, где-то в Украине. Собственникам ехать сюда, открывать какую-то там компанию, это сильно сложно. Временами они хотят временно, потому что им там на год, на два это надо. Либо там люди со штата, они хотят косты себе раздувать. Потому что каждая как бы entity в другой стране это плюс кост. Вот. Мы можем такие компании как бы B2B обслуживать. То есть выясняем, что они за разработчики, как ты говоришь, паркуем их у себя. Компании выставляем по факту один инвойс. То есть та же фирма на прокат. То есть я беру на прокат эту фирму, отдаю 40 разработчиков, выставляю один инвойс, я говорю, Ивану столько заплатить, Але столько, Кате столько, Ане столько, Олегу столько. Всё. А ему удобно, если у него компания условно там в какой-то юрисдикции в Эстонии, в Америке или еще там, где ему комфортно? Да, есть такие кейсы. Он есть, так взаимодействует. Есть, Классно. есть не одна компания, ну, из Беларуси, да, такая была массовая миграция в свое время компаний, именно IT-компаний, которые приезжали, то есть они юрисдикцию выбирали разную, но в целом как бы удобно, да, потому что белорусы, граждане Украины, то есть любят оставаться в Польше, потому что близко. Да. Близко, все плюс-минус понятно, наших много, то есть комфортно. Недвижимость дешевая. Да, дешевая, смешно. То есть комфортно, и поэтому есть такие кейсы, когда паркуем целые команды у нас и то есть работаем. Давайте какой-то оффер сделаем для людей и завершаем. Можем ли мы дать им какую-то плюшку, какой-то фантастический пирожок какой-то им дать, если они заявку оставят? Я что мы скажу даем так, плюшку? для всех наших клиентов, которые придут с кодовым словом About Польша. Только с акцентом. Подкаст About правильно. Польша. Она говорит правильно. About Польша подкаст, сделаем первый месяц бесплатно.
То есть кодовым словом About Польша только пишите правильно, потому что первый месяц бесплатно это дорого стоит. Ребята, разобрали сегодня бизнес-инкубаторы. Если вы только планируете легализировать свой доход в Польше, да, то один из инструментов, пожалуйста, задумайтесь, сравните еще альтернативы. Может, это действительно быть jednoosobowa działalność, да. Если вы прям заряженный человек, и дай вам Бог здоровья, это спука ЗО. Но вариант инкубатора рассмотрите, возможно, он вам подходит. И если вам сегодня все, что здесь происходило, понравилось, и вы есть какое-то доверие, попробуйте оставить заявку, пообщаться и, возможно, вступить в ряды ваших клиентов, да? Да. Какие-то пожелания, предложения? Да, я думаю, если будут еще вопросы, оставляйте в комментариях. Звоните, потому что, пишите. Да, на самом деле просто хотелось бы услышать какой-то фидбэк тоже от ребят Да. и девчат, которые будут смотреть. Потому что если будет много комментариев, я думаю, мы потом посегрегируем их, разберем на какие-то темы, чтобы уже были такие Как конкретные. вариант, да. Придем еще раз и все расскажем, Ну, покажем. в основном будет хейт. Это класс. Да, Мы и любим. мы его Поэтому разберем. это энергия, мы ее принимаем, читаем, Пропускаем через заряжаемся себя и поехали отдаем новую дальше, энергию, конечно. да? Это Обязательно. энергия кундалини. Вот об этом будет следующий подкаст. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.